Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одних местах наших городов приятно и уютно находиться, а из других хочется побыстрее уйти, настолько там некомфортно? И очень часто это не связано с денежными средствами, которые были вложены в то или иное общественное пространство. Флагманские площади, задуманные как визитные карточки городов, часто некомфортны, а сквер в каком-нибудь захолустном районе приятен, там удобно и комфортно находиться. В этом ролике мы постараемся наглядно рассказать и показать вам то, как должно выглядеть качественное общественное пространство и как отличить его от плохого. Сегодня мы съездим на несколько общественных пространств нашего города Волжского, центральную площадь, дворы в спальных районах и проведем такую ревизию. Но перед этим давайте коротко разберем теорию, которой мы вооружились и руководствуемся в этом ролике. Датский архитектор и консультант по городскому дизайну из Копенгагена Ян Гейл в своей книге «Города для людей» сформулировал 12 критериев качества городского пространства. И получилась некая методология для оценки общественных пространств, которая очень удобна и по сей день. Также вы можете посмотреть подобный видеоролик известного российского урбаниста Максима Каца, которым мы во многом и вдохновились. Первая группа критериев – безопасность. Первое. Защита от транспортных происшествий и от машин, обеспечение безопасности людей при пересечении дороги. Никто не отпускает своих детей гулять одних, когда рядом дорога, потому что отсутствует ощущение безопасности. Второе. Защита от неприятных ощущений, шума, загрязнений, пыли, осадков, холода или жары. Защита от преступности и насилия. Создание пространств, в которых нет физической угрозы для людей и нет ощущения опасности. Здесь важен как таковой не сам факт угрозы, а ощущение безопасности, возникающее у человека тогда, когда он где-то находится. Чуть дальше, когда мы будем об этом говорить, вы поймете это. Следующая группа критериев – комфорт. Это возможность сидеть, наличие таких пространств, как лавочки, где можно присесть и отдохнуть. Дальше – возможность стоять. Это разные интересные привлекательные места, где можно постоять, поговорить по телефону, перекусить, пообщаться с кем-то. Дальше – возможность видеть. Это интересные виды, разумные расстояния обзора и активности, занятия людей, за которыми можно и интересно наблюдать. Возможность ходить. Это подразумевает собой безопасное и, что важно, комфортное перемещение из точки А в точку Б, отсутствие препятствий на пути и доступность для каждого человека. Возможность говорить и слушать. Это организация пространств для разговоров, которая достигается с помощью низкого уровня шума. Возможность играть, заниматься спортом и другими активностями. Это достигается при помощи создания стимулов для физической активности, от тренажеров до детских площадок и качелей. Это обязательно должно быть доступно круглосуточно и в любое время года. Следующая группа критериев удовольствия. Это возможность наслаждаться погодой, это наличие солнечных участков, где можно погреться в холодный день, и участков, в которых можно укрыться в жаркий. Защита от холода и жары. Далее. Дизайн, положительные ощущения, хороший ландшафт, дизайн, высокое качество окружающего пространства, красивые виды, зелень, деревья и вода. Наш последний 12-й критерий – это человеческий масштаб. Это означает то, что здание и окружающее пространство спроектированы так, чтобы человек ощущал себя комфортно в сравнении с ним самим, а не чувствовал себя маленьким в большом пугающем пространстве, например, вокруг больших зданий. И худший пример в нашем городе – это здание гостиницы «Ахтуба». Мы там будем чуть позже, но сейчас вам просто фотографию покажем. Она находится здесь совсем рядом, прямо на площади Ленина. Это наше следующее общественное пространство. Еще один важный критерий, который стоит особняком по отношению к предыдущим 12, который можно выявить наблюдением за пространством, это то, чем люди занимаются в этом общественном пространстве, обязательными активностями или добровольными. Обязательные – это те активности, от которых люди не могут отказаться и будут делать независимо от качества общественного пространства. Это путь от остановки общественного транспорта и до нее, от дома на работу, от дома в магазин и, в принципе, транзитная активность. А в жилых районах это еще и прогулки с собаками. Когда общественное пространство низкого качества, плохое, то там только обязательные активности. А добровольные активности – это качание на качелях, обед, перекус в кафе, за столиком, а может быть и на веранде открытой, на улице, общение, отдых на лавочке и многое другое.
Чем больше добровольных активностей, тем качественнее, лучше пространство. И это значит, что оно привлекает к себе большое количество людей. Пробежавшись по этим критериям, давайте попробуем оценить то, соответствует или нет этим критериям некоторые общественные пространства в городе Волжском. Хорошо спроектированное общественное пространство должно собирать как можно большее количество баллов, 12-11. И в этом ролике мы будем ходить по городу и присваивать по каждому критерию от 0 до 1 балла. Иногда будем давать по половинке. 0 баллов – это совсем все плохо, и 1 балл – все хорошо. Давайте начнем. И вот, мы на бульваре за площадью и памятником имени Ленина. И мы начнем с первой группы критериев – безопасность. Безопасность от машин. Очень хорошо, потому что нет никаких машин. Машины едут далеко на проспекте Ленина, и их практически здесь не слышно. И мы дальше, кстати, разберем это общественное пространство, саму площадь Ленина. Но здесь, на бульваре, за площадью, этого нет, и здесь все очень хорошо. Даем за это 1 балл. Второе. Защита от неприятных ощущений, погодных и других условий. Здесь есть много лавочек, которые расположены на солнце и на которых можно погреться в прохладную погоду. Есть лавочки, которые в тени и на которых можно прохлаждаться в жаркое время. Однако, если здесь застанет вас дождь, то вы промокнете, потому что здесь практически нет закрытых пространств, беседок, защищающих от дождя. Конечно, там вдалеке есть пару кафе в виде полусферы и одна крытая беседка, но они достаточно далеко расположены от основной части бульвара за площадью, и можно промокнуть, пока дойдешь до них. Но здесь нет шума, пыли, здесь достаточно хорошо. Давайте все-таки дадим 1 балл этому общественному пространству. Защита от преступности. Как возникает безопасность и, самое главное, ощущение безопасности от преступности на общественном пространстве? Когда на нем много людей, есть наблюдение, глаза граждан, которые проводят там время, чтобы пообщаться, отдохнуть, покачаться на качелях, поесть мороженое, пообщаться между собой. Пространство становится безопасным, потому что преступления, как правило, не происходят на видном месте, потому что люди видят это и препятствуют этому. И по этому критерию мы даем нашему бульвару за площадью 1 балл, потому что здесь всегда много людей, различных активностей, и человек чувствует себя в безопасности. Теперь блок комфорт. То, что влияет на комфорт общественного пространства. Удобство сидения – это там, где можно присесть, отдохнуть, чем-то заняться. И наш бульвар в этом очень хорош. Здесь есть качели со скамейками под навесом, обычные лавочки, расположенные возле деревьев, на солнце и возле детских площадок, и просто на протяжении бульвара и его ответвлений. Я вот, например, сижу на одной такой скамейке, куда могут подсесть 2-3 человека, и к ним никто не подсядет, потому что они будут сидеть в таком обособленном, уютном пространстве и проводить время вместе. Здесь также есть длинные скамейки под навесом. Вот, например, мы здесь сидим. И можно было сделать длинную скамейку вдоль какого-нибудь тротуара, но и так в целом-то хорошо. Правда, стоит отметить, что здесь не хватает столиков возле ларьков и кафе, где можно посидеть и перекусить. Здесь все хорошо с удобством для сидения, поэтому даем 1 балл. Удобство стояния. Здесь есть, куда человеку можно облокотиться. Можно постоять возле опор качелей с лавочками, а можно пройти дальше и постоять возле длинной скамейки. Конечно, не хватает крупных деревьев, но здесь они высажены и вскоре вырастут. За это даем 1 балл. Удобство ходить. Широкие пространства позволяют людям ходить свободно, не сталкиваясь друг с другом. Все пространство на одном уровне, открыто для ходьбы в любых направлениях и доступно для людей с ограниченными возможностями, а также родителей с колясками. Здесь есть хорошие материалы, так что все отлично, 1 балл. Возможность видеть, наблюдать. Людям всегда нравится наблюдать за тем, что происходит вокруг них, чтобы просто не смотреть на дорогу с машинами. Они присаживаются на лавочку, стоят на пространстве и смотрят на активности других людей. Здесь есть игровые площадки, колесо обозрения, небольшие кафе, интересные качели. А еще сюда по вечерам регулярно приходят городские художники и гитаристы. Здесь всегда очень много людей, и можно наблюдать самые разные активности. 1 балл. Очень хорошо. Возможность общаться, здесь это имеется. Есть много лавочек, например, где могут сидеть по 2 человека и общаться между собой. Различные беседки, даже с шахматной доской. И нужно отметить то, что здесь не слышно машин, они абсолютно не мешают общению людей. За это мы даем 1 балл.
Возможность играть, заняться спортом и активностями. Сделали очень хорошо несколько лет назад. Например, замечательные качели. Они всегда заняты по вечерам и особенно в выходные. Люди выстраиваются в очередь, чтобы покачаться на них. Есть активности для разных возрастов. Скейт-парк, самые разные турники с брусьями, качели, игровые площадки для маленьких детей, тир, игровые машинки, беседки с шахматами и даже есть место с VR-шлемом. Замечательно. 1 балл. Переходим к следующему виду критериев – удовольствие. И первый критерий – это наслаждение погодой. Можно погреться в холодный день, есть возможность посидеть в тени. Однако здесь не очень продумана защита от дождя. Если он хлынет, здесь очень мало крытых пространств, и они находятся на достаточно удаленном расстоянии от того места, где мы сейчас находимся. Есть лишь пару кафе, и они могут быть закрытыми, так что туда не всегда получается попасть. Дадим за этот критерий бульвару за площадью Ленина половинку балла. Положительное ощущение от пространства и его продуманность. Бульвар продуман хорошо, здесь есть зелень, на которую приятно смотреть. Есть деревья, хорошие материалы, территория продумана с умом. 1 балл дадим за это. И последнее, масштаб, наш последний 12-й критерий. Окружение не должно подавлять человека, оно должно ощущаться положительно. Человек не должен чувствовать себя незначительным, маленьким и зажатым. Человеческий масштаб – это целая тема для отдельного видеоролика. Мы знакомы с этим понятием по монументальной советской архитектуре, когда здания строили огромными, дабы показать превосходство общественного над личным, частным. Здесь такого нет. Вдали здесь виднеется гостиница Ахтуба и 2 высоких жилых дома, но они никак не давят на человека, и это абсолютно не влияет на качество масштаба здесь. И посмотрите, сколько баллов набрал наш бульвар за площадью Ленина. 11,5. И это одно из качественных общественных пространств нашего города. А теперь давайте отправимся на следующую локацию. Она находится здесь, близко, на саму площадь Ленина. Площадь Ленина. Это площадь Ленина, центральная площадь и главное городское пространство нашего города. И мы начинаем с безопасности. Машины. Как вы видите, у площади Ленина проблемы, и они заключаются в проспекте, который очень широкий. По нему несутся машины с высокой скоростью, они могут вылететь на общественное пространство и оставляют нам свои выхлопы и шумы, из-за чего находиться здесь неприятно. И мы ставим 0 баллов. Что можно с этим сделать? Проспект нужно сузить, здесь не нужно 6 полос, по 3 полосы в каждую сторону. Нужно его успокоить, сделать движение по нему медленное и проложить рельсы для трамваев качественного и доступного вида общественного транспорта, потому что этому ничего не мешает. Второе. Защита от неприятных ощущений. Все очень плачевно. Дождь, спрятаться некуда, ветер, солнцепек. Очень пыльное и шумное, поэтому 0 баллов. Мы отошли от дороги немного подальше, потому что там очень шумно. А теперь давайте обсудим преступность. Что по преступности? Это людное место, здесь безопасно, и мы присваиваем 1 балл за этот критерий. Переходим к комфорту. Место для сидения. Однообразные лавочки, которые, к тому же, их очень мало. Даже если здесь все остальное было хорошо, для людей попросту мало лавочек. Вот, например, на нескольких тротуарах их нету. Есть места для сидения с навесом, но там люди обычно не сидят. И потому что рядом широченная, шумная и пыльная дорога. Присвоим все же половину балла, потому что посидеть есть где. Удобство стоять отсутствует. Отметим то, что здесь есть лавочки с навесом, и ничего не мешало сделать так, чтобы можно было там облокачиваться. Но это не получается, потому что опоры слишком далеко находятся от тротуара. 0 баллов. Ходить. Это здесь не совсем продумано, но здесь есть где проходить. Есть несколько тротуаров. Если вам нужно пройти по диагонали, то сделать это у вас получится. Хотелось бы разнообразить пространство местами для ходьбы, но 1 балл все-таки мы присвоим. Возможно, зачем-то наблюдать, что-то видеть. Наблюдать здесь можно людей, посмотреть на вертикальный памятник Ленину. Также в теплое время года здесь работают фонтаны, так что 1 балл площадь получает. Возможность общаться. На площади шумно из-за машин. Нет беседок, где можно пообщаться, ну, разве что лавочки. Нет ни столов, ни кафе, они все вдалеке. Ничего не приспособлено для этого. 0 баллов. Возможно, чем-то заниматься, активности. Никаких активностей, ни тренажеров, ничего.
просто тротуары, по которым можно кататься на роликах, но это вопреки, потому что это центр города и здесь много людей живет. Плохо, баллов не присваиваем. Теперь удовольствие. Наслаждение погодой. Это пустое поле. Даже говорить особо не о чем, солнце вылезет, дождь хлинет и все. Последнее положительное ощущение и масштаб. Здесь этого нет, потому что вокруг пустое поле и здания, которые заставляют человека чувствовать себя маленьким. Гостиница Ахтуба, высокие жилые здания, справа от памятника Ленину. Качество материалов плохое, зелени однообразной, деревьев нет, поэтому 0 баллов. Несмотря на то, что это центральная площадь, мы оценили ее по критериям качества общественного пространства и получили плачевные результаты. Площадь Ленина получает 3,5 баллов из 12. Здесь нужно сузить автомобильную часть проспекта Ленина, проложить трамвай, нужно добавить разнообразные активности для людей, беседки, разнообразные лавочки и сделать место для открытия кафешек, дабы сделать это место комфортным, ведь это вполне возможно. Мы приехали в довольно типичный двор микрорайонов новой части города. И двор – это такое же общественное пространство, как и центральная площадь. Его можно оценивать по критериям качества общественного пространства. Начнем с безопасности. Безопасность от машин, пересечение людей с автомобилями. Весь двор здесь состоит из автомобильных дорог. Трафик на них успокаивается только с помощью припаркованных автомобилей. Если машин нет, то ездить здесь можно очень быстро, а если они припаркованы, то едут по дороге медленнее, но все равно это недостаточно. Для людей они перемещаются слишком быстро. Никаких нормальных, удобных размежеваний, пересечений между пешеходной и автомобильными зонами здесь нет. Когда человек приходит сюда, он вынужден выходить на дорогу, чтобы куда-то пройти. Этот двор небезопасен для детей, их страшно сюда отпускать, потому что они бегают здесь среди машин. 0 баллов, ужасно. Никакой защиты от машин для людей, пешеходные зоны смешаны с дорогами, и главное здесь машины, а не люди. Следующее. Защита от неприятных ощущений. Так как это двор, здесь нет шума и пыли, однако здесь никакой нет защиты от погодных условий. Солнца, дождя, дует ветер, навесов нет, дождь хлынет, и ты промокнешь. Защита от преступности не продумана и не приспособлена. Да, здесь есть глаза горожан, обозревающих пространство. Люди смотрят и закон, поэтому если кто-то попытается совершить насильственные действия, хулиганство, какое-то преступление, то они, в принципе, могут вызвать полицию. Но не факт, что это произойдет здесь, потому что есть известные примеры, когда во дворе вот таких вот больших многоквартирных огромных домов происходили страшные преступления, а в полицию никто не позвонил, потому что люди думали, что вызовет кто-то другой, кто смотрит в окно. Здесь нет людей, находящихся на уровне земли и обозревающих пространство на земле, людей, которые проводят здесь время. Тут нет пожилых людей, бабушек, дедушек, играющих в шахматы на лавочках со столиками, людей в кафе или магазинчиках. Например, на уровне земли здесь могло бы быть какое-нибудь кафе, потому что здесь живет много людей, которые могли бы туда спускаться и попивать чашечку кофе. Но для кафе нужно подходящее пространство, и здесь оно не организовано. Поэтому это пространство не защищено от преступности. Это очень плохо, 0 баллов. Дальше. Критерии, относящиеся к комфорту. Первое, наш критерий – это удобство сидения. Здесь есть места для сидения, пару лавочек на площадке, возле подъездов, и то не у всех, на которых сидят пенсионеры от безысходности, потому что больше им негде этого делать. Видно, что это никто не продумывал. Лавочки как бы есть, но они просто в нормативах прописаны, поэтому их здесь как бы и установили. Вот, например, длинный тротуар, на протяжении которого можно было бы сделать одну длинную скамейку или несколько, но их там нет. Дадим все-таки половинку балла за удобство сидения, потому что здесь есть где посидеть. Удобство стояния. Конечно, это двор, это не так уж обязательно здесь, но это вообще здесь абсолютно не продумано. Тут негде постоять, негде облокотиться. Пространство вообще не рассчитано на то, чтобы людям было удобно стоять здесь. Мы бы могли пропустить этот критерий, если бы все остальное было хорошо, но все же присваиваем 0 баллов. И далее, удобство ходьбы. Ходить здесь не просто сложно, но еще и опасно. Человек выходит из подъезда, и его цель, например, пройти по диагонали и наискосок, пройти в другой угол двора в направлении автобусной остановки.
Здесь нельзя этого сделать, потому что возле подъезда сразу идет дорога с быстро ездящими автомобилями, парковки, толком нет пешеходной зоны. Здесь нужно постоянно думать, как бы обойти машины, не попасть под нее, как с одного тротуара на другой перебежать. Поэтому 0 баллов. Возможность видеть, наблюдать. В жилом дворе тоже должно быть пространство, на которое можно посмотреть, чтобы людям было интересно здесь проводить время, наблюдая за какими-то активностями, например, на лавочке. Здесь смотреть не на что, потому что ничего не происходит. Людей либо нет, либо их мало, нет никаких видов. Занялись бы этим пространством архитекторы, было бы хорошо, а так мы не можем присвоить балла. Возможность общаться. Здесь довольно тихо, есть несколько лавочек, разговаривать и слушать можно. И здесь есть общающиеся между собой люди, но делают они это от безысходности. Им негде больше это сделать, потому что они живут здесь. Общаться здесь некомфортно, и было бы лучше, если здесь было продуманное пространство. Беседки, интересные качели, как мы видели это на бульваре за площадью Ленина, но этого нет. Возможность играться, заниматься активностями. Формально здесь есть детская площадка, потому что она по плану строительства положена. Однако инфраструктура, по большому счету, здесь для самых маленьких детей. И к тому же она опасная. Чтобы попасть на нее, нужно перейти дорогу с несущимися автомобилями, а переходов нормальных толком нет. Площадка довольно большая, но используется ее пространство бестолково. Мало деревьев, инфраструктура для однообразной активности. Главное здесь автомобили, а не дети, люди. И кроме этой площадки никаким особо спортом здесь не заняться. Ни турников для подростков, молодежи, взрослых, ничего. Это значит, что во дворе активности предусмотрены не для всех возрастов. Пожалуй, то, что можно попытаться здесь сделать, это припарковать автомобили, и то это получится только у 15% примерно жителей. То количество людей с их транспортом, которые живут здесь, не смогут разместить все свои автомобили в этом дворе. Они успевают занять парковочное место, оставляют здесь автомобили на хранение, порой на недели, месяцы и уходят, хотя это пространство можно было бы использовать для людей. Можно возразить, ведь парковки нужны, потому что нужно же где-то парковать свои автомобили. Однако рядом здесь есть, например, гипермаркет «Лента», и некоторые магазины, достаточно крупные, с большим количеством парковочных мест, где можно было бы оставить свое авто. Также можно оставить около «Магнита» или в каких-то других местах в 5-10 минутах ходьбы. Поэтому никакой проблемы нет убрать здесь большую часть парковок, избавиться от захламленности двора и сделать его качественным. Переходим к следующему блоку критериев – удовольствию, наслаждение погодой. Это означает то, что люди выходят во двор, сидят на солнце, греются, ну или прохлаждаются в тени в жаркий день. Этого здесь нет. Солнце перекрывается высокими громадными домами и получается двор-колодец. Иногда оно здесь, конечно, появляется, но не часто. Нет мест, где можно провести время на солнце. Разве что лавочки на детской площадке для самых маленьких с дышащими в спину автомобилями. Нет мест для наслаждения погодой, негде прохлаждаться в жаркий день, в тени. 0 баллов, очень плохо. Положительные ощущения от пространства и его продуманность. Мы так понимаем, что это не продумывалось, потому что качество материалов и зелень здесь плохие. По плану нужна площадка? Ну вот, пусть будет. Лавочка? Поставим. Над качеством не думали, потому что все залито в асфальт, а на площадке нет приспособленности для хотя бы детей разных возрастов, не говоря уже о более старших. И последнее – масштаб. Соразмерность пространства человеку. Здесь ничего не соразмерно. Огромные домища, муравейники, в которых заперт этот двор. Да, это свойство подобных пространств, но с этим можно и нужно работать, было бы только желание. Во дворах с такими зданиями на уровне земли можно сделать человеческого масштаба пространство, неважно какая этажность, высота зданий, когда есть магазины, кафе и живое, человекоориентированное общественное пространство. Но здесь это отсутствует. Огромные домища, парковки, дороги, качественной инфраструктуры нет. И только посмотрите, в этом дворе мы насчитали половинку балла. Эту половинку, которую мы дали за лавочки. Все, половина балла из 12. И ведь это типичное пространство для двора нашей страны и других стран бывшего Советского Союза. Над дворами должны работать соответствующие специалисты, архитекторы, чтобы они были уютными и приятными, человекоподобными,
потому что нельзя двор превращать в одну парковку с игровой площадкой для детей 3-7 лет. И сейчас мы отправимся в другое место, которое тоже находится в новой части города, и вы увидите контраст. Двор в 26-м микрорайоне. И вот мы в 26-м микрорайоне. Это тоже двор новой части города, но он не похож на предыдущее общественное пространство. Давайте оценим его по нашим критериям. Первый блок – это безопасность. Критерий – автомобили. Их нет очень хорошо. И даже когда человек выходит из подъезда и идет сюда, он не сталкивается с машинами. Исключительно пешеходная зона, хотя вполне могли закатать всю дорогу. 1 балл присваиваем за это. Защита от неприятных ощущений. Здесь двор, нет шума и пыли, однако нет никакой защиты от погодных условий. Ветер за счет высоких зданий не создается, но если он есть или хлынет дождь, то спрятаться негде. В принципе, здесь рядом есть подъезды, можно под деревьями, поэтому половину балла дадим. Защита от преступности. Здесь много людей, проводящих свое время, сидят люди на лавочках, ходят родители с колясками, детьми, играют на игровых площадках. Есть глаза горожан из окон. Вечером здесь имеется освещение, рядом детские сады, так что мы ставим 1 балл. Дальше комфорт. Первое – места для сидения. Здесь есть лавочки, места для сидения, но, если честно, их маловато. Можно было бы сделать беседки, одну длинную скамью на протяжении пешеходного прохода. Но здесь очень хорошее качество материалов. А вообще скамейки – это важная социальная инфраструктура. Здесь живет большое количество пенсионеров, и им тяжело передвигаться по городу без скамеек. Есть множество примеров, когда пожилые люди старше 75 лет сидят дома, потому что им очень тяжело ходить. Они выходят из магазина, им нужно пройти несколько десятков или сотен метров и посидеть, чтобы передохнуть и пойти дальше. Здесь это есть, поэтому присваиваем 1 балл. Второе – удобство стоять. Здесь это не продумано, облокотиться некуда. Нет мест для стояния, пространство, к сожалению, не продумано в этом плане. 0 баллов. Удобство ходить. Ходить здесь приятно и удобно. Здесь все пространство на одном уровне. Нет заборов, не надо думать, как что-либо обходить. Можно пройти в любом направлении. Замечательно, ставим 1 балл. Возможность за чем-то наблюдать и что-то видеть. Здесь присутствует детская площадка, на которой играют дети. Люди, сидящие на лавочке, зелень. Часто тут родители проходят с детьми. Они катаются на роликах, самокатах и велосипедах. Посмотреть есть на что. Возможность общаться. Все нормально, нет шума от машин. Здесь можно посидеть и поговорить на лавочке. Да, можно бы сделать несколько беседок, другие места для общения, но и так хорошо. Поэтому 1 балл. Возможно, чем-то заниматься, активности. Есть детская площадка для людей разных возрастов. На ней есть места для маленьких детей и несколько тренажеров для подростков и более старших людей. Да, их маловато, но, в принципе, это сквозной проход в микрорайоне. И не везде это так хорошо и организовано, как здесь. Думаю, здесь не хватает пространств для пожилых людей, столиков с шахматами, домино, беседками. Поэтому давайте дадим половину балла. Диана Зубкова, 17 лет. Будет смешно, если она сломается, я вылетела. Это качели. Ну и что, здесь есть камера? Тебя штрафуют. Я скажу, мне 12. Я сейчас, мне кажется, вылечу. Смотрите, как она еще умеет делать, смотрите. Все, все вырубаем. Дальше удовольствие, наслаждение погоды. Есть деревья, было бы хорошо, если бы лавочки были бы прямо с ними, и можно было спрятаться от жары, от солнца. Но в прохладный день можно посидеть на солнышке и нет навесов. Так что половину баллов мы дадим. Положительное ощущение от пространства. Здесь есть деревья и качественные материалы лавочек с игровой площадкой. 1 балл, здесь все хорошо с этим. Наш последний критерий – масштаб. Здесь все соразмерно человеку. Виднеются подальше высокие здания, но они перекрываются низкими домами, деревьями и общим хорошим окружением в виде, например, детского сада. Человек тут не чувствует себя зажатым. Здесь приятно проводить время. Замечательно, ставим 1 балл. У этого общественного пространства мы насчитали 9,5 баллов.
И ведь это незамысловатый двор, он довольно хороший и ничего не мешает сделать лучше, потому что здесь низкоэтажная застройка, нет машин. Здесь люди занимаются добровольными активностями, и не все активности обязательные, в отличие от предыдущего двора в 28-м микрорайоне. А тут люди разной категории, пенсионеры, дети, другие. Можно выйти с ноутбуком из дома и посидеть, поработать на свежем воздухе, сидя на лавочке, потому что вероятность совершения преступлений здесь низка из-за большого количества людей. Но у этого места есть направление, куда развиваться. Побольше беседок, больше тренажеров, лавочек, и все будет еще лучше. Наш последний объект – сквер на Комсомольской между Набережной и Московской улицами в старой части города. Очень незамысловатый и странный сквер, я бы сказал. Ольга Васильевна, вы просили, мы делаем, пришли оценивать. Ну, давайте начнем. И первый у нас по списку безопасность. Безопасность от машин. На территории сквера их нет, однако к ней нет прямого доступа для пешеходов. То есть нужно либо искать зебру где-то на дороге, которую практически иногда бывает не видно, либо как-то пытаться еще сюда пройти. С одной стороны, здесь находится полицейский участок, и, наверное, дорога здесь все-таки нужна. Однако ничего не мешает поработать с дорогой на другой стороне, дабы людям было комфортно и удобнее, потому что этот сквер стиснут между двумя проездами. Здесь не так уж и много машин, и ездят они в основном не быстро, но иногда бывают случаи, когда они мчатся быстро. И дадим половинку балла этому месту. Защита от неприятных ощущений. Здесь не шумно, не пыльно, не пахнет выхлопами, есть много деревьев, благодаря которым можно спрятаться от солнца. Да, их кроны недостаточно большие, чтобы прятаться в тени в полдень от солнца, а дождя здесь никаких навесов нет, но зато здесь нет сильных ветров, а рядом есть дома и здания. 1 балл. Защита от преступлений, преступность. Очень часто здесь бывает довольно безлюдно, потому что сквер сам по себе довольно скучный. Активности здесь в основном транзитные, и то люди чаще всего проходят по тротуару возле сквера, а не по нему самому. Здесь нет фонарей, освещения, поэтому мы не можем присвоить баллов по этому критерию. Следующий блок – удобство использования территории. Сидеть. Здесь есть только лавочки и все. Раньше они были вовсе некомфортные, из плохих материалов, но сейчас тут тоже нет спинок. Кроме них здесь больше негде сидеть, хотя ничего не мешает здесь это организовать. Только из-за того, что здесь все-таки есть лавочки, мы ставим 0,5 балла. Удобство состояния. Нет никаких оборудований и опор, куда можно облокотиться, где можно постоять. И мы бы могли присвоить балл по этому критерию, если бы здесь все остальное было хорошо, и если бы люди здесь все-таки стояли в рамках добровольных активностей, проводя время, но нет. Ходить. Есть один длинный проход и тропинки, подводящие к нему, но больше ходить здесь негде. Все это плохого качества, потому что находятся они не на одном уровне. Мы вообще можем наблюдать на этих тропинках трубы, которые выходят на их поверхность, которые мешают людям с ограниченными возможностями здесь передвигаться. 0 баллов. Ужасно. Видеть и наблюдать. Никаких активностей людей. Ни игровых установок, ни качелей, ничего. Это 0 баллов. Удобство общения. Да, здесь можно это делать, потому что нет широких дорог с шумящими автомобилями, и в сквере довольно тихо. Присаживайтесь на лавочку и болтайте с кем-нибудь. 1 балл. Активности и игры. Тут вы сразу можете сказать 0 баллов и будете абсолютно правы, потому что невозможно здесь никакие человеческие активности. Установили бы хотя бы тренажеры, качели, и уже было бы хорошо, но, увы. Наслаждение погодой. Можно посидеть в теньке, а можно погреться на солнышке, и все. Ни столиков, где можно чашечку кофе попить, ни навесов от дождей, только лавочки. В сквере нет фонтана, хотя он так и напрашивается здесь. Плохо. 0 баллов. Можно, конечно, попытаться в теплый день выйти сюда с компьютером, но мы не советуем это делать из-за нашего 3-го пункта о безопасности от преступности. Дизайн и проработка. Это абсолютно не продумано, качество материалов плохое. Добираться сюда сложно, и трубы торчат над тропинками. Растительность здесь очень странная, деревья совершенно хаотичны, и места под кафе и магазины здесь не продуманы, хотя это оживило бы пространство моментально. Масштаб. Здесь ничего не давит на человека, здания невысокие, есть лишь деревья и зелень. 1 балл.
Неподалеку отсюда находится здесь центральный бассейн, стадион, целый православный приход, несколько поликлиник и школ, две очень оживленные улицы, набережная и проспект Ленина. В старой части города все расположено компактно, здесь живет огромное количество людей, поэтому у сквера на улице Комсомольской просто огромный потенциал, но, к сожалению, он не реализован от слова совсем. Это общественное пространство набирает лишь 4 балла из 12. Урбанистика – область научных знаний, которая более-менее ясно говорит, что и как нужно делать, чтобы наши города, общественные пространства были удобными и комфортными для людей. И в этом ролике мы изучили несколько общественных пространств города Волжского. Будем подводить итоги. Мы обнаружили два хороших общественных пространства. Первое — это бульвар за площадью Ленина, который реконструировали несколько лет назад. Это новое и современное общественное пространство, которое продумано с умом и качественно. Второй объект — это 26-й микрорайон в новой части. К сожалению, большинство общественных пространств в нашем городе не соответствует 12 критериям даже на пятерочку. О каких-то более высоких значениях вроде 9, 10, 11 даже говорить и не приходится. Основные причины этого кроются в том, что к работам не привлекаются соответствующие специалисты, архитекторы, а также в том, что люди не понимают, каким должно быть хорошее, качественное общественное пространство. Поэтому нужно создавать общественный запрос, из-за чего мы сегодня и рассказали вам о 12 критериях оценки общественного пространства. Вы можете оценить ваш двор, и в котором вы живете, парк, какой-нибудь сквер, и подготовить подобный видеоролик или опубликовать ваше изучение с предложением улучшить что-либо. Во многом именно благодаря подобным инициативам и происходят различные улучшения. Ну, а мы заканчиваем этот довольно сложный для нас проект, видеоролик. Оценивайте его, оставляйте свои комментарии, стоит ли нам делать еще подобные видео. И до встречи!